Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. Я Борис Марцинкевич, всем добрый день. В США рекордно подорожал газ для Европы. Цена на газ на Henry Hub выросла еще на 7%, достигнув стоимости в $263 за 1000 кубометров. На фоне холодной погоды газ в Европе подорожал уже до $498 за 1000 кубометров и не собирается останавливаться. Борис Леонидович, что такое происходит? Почему опять газ начал подорожать? Замести даже все, наладили, все отлично. Дед Мороз время от времени куда-нибудь заглядывает отдохнуть после Нового года, у него уже каникулы. В этот раз он решил прогуляться в сторону Луизианы. Это, по-моему, самый южный штат в этом объединении непонятно чего Соединенные Штаты Америки. Да, для них 5 сантиметров снега и минус 10 на улице – это действительно катастрофа, потому что это практически тропики. Что происходит с газовыми месторождениями? Не удерживают компрессорные станции, есть проблемы на устье скважин, перемерзает, снижаются объемы добычи. Последние данные, которые мы с той стороны океана слышали, снижение на 15 градусов, при этом рост спроса внутри США. Все понимают, что явление краткосрочное, что запасов подземных хранилищах газа более чем достаточно. Последний обзор информационного управления при Министерстве энергетики США 16 января 84 миллиарда кубометров, на 4 миллиарда кубометров больше, чем в прошлом году. Или на 5 миллиардов кубометров больше, чем в среднем за последнюю пятилетку. То есть никто там не замерзнет, все там будет замечательно. Если кто-то попадет под снежный обвал, так бывает. Не выходите лишний раз на улицу, потому что в Луизиане снегоуборочной техники точно нет по причине отсутствия снега за последние десятки лет. Все это, разумеется, отражается и на Хенри Хаб. Не сказать, что очень сильно, если смотреть, допустим, мартовские фьючерсы, они наиболее торгуемые сейчас. Ничего там выдающегося на уровне 3,8 за долларов за миллион британских единиц, что в переводе на психически нормальный. Умножайте на 35, что у нас там получится? Что-то около $170, наверное. Да, неприятно, но, в принципе, вполне сносно. Вот февральские фьючерсы, да, там значительно интереснее, там до 6,8, это действительно больше $200, и это действительно уже сложно. Ну и совсем уж, если кому-то хочется в режиме у соседа корова сдохла, можно посмотреть, что творится со спотом. То есть это поставки в день покупки, физические поставки, не бумажные, как в случае фьючерсов. Рекордная отметка там куда-то взвилась под $7000 за 1000 кубометров. Но это спот. Это то, что нужно поставить вот в тот день, когда вы подписываете бумаги о сделке. Сколько продержится мороза, столько все это и будет отражаться. Как это отражается на Европе, тоже вполне очевидно. Законодательство США предусматривает покупку природного газа только на национальной бирже Henry Hub. Соответственно, если сделки не хеджированы, если они осуществляются прямо сейчас, цены выросли. Это отражается на конечной стоимости продукции, плюс перевозка, вот результат. Не более того, ничего такого выдающегося, все понимают, что, наверное, еще неделю вот это продержится. В Европе относительно тепло, если говорить о бывшем локомотиве, я не знаю, там сейчас, наверное, на дрезину больше похоже, Германия, там вокруг нуля. Да, запасы в подземных хранилищах изрядно вынесены. Окажет ли это какое-то влияние сейчас? Перезимуют так, как смогут. Если будут опустошены, это означает, что летом будут сложности. Для того, чтобы заполнить подземное хранилище газа, нужно время, нужно где-то этот газ закупать весной и летом, когда на него цена снижается. Вот снижаться она будет незначительно, потому что спрос будет в Европе высокий. Так что нынешняя вокруг $500 сказывается отрицательно сейчас, и есть риск того, что будет влияние и вне рамок отопительного сезона. С одной стороны. С другой стороны, все документы, которые принимал Евросоюз, на месте, и
Все, что касается ВИА, и все, что касается зеленой сделки, и все, что касается целевой модели европейского газового рынка, то есть здесь мы им ничем помочь не можем. Все происходит так, как они для себя запланировали. Анекдот, надеюсь, все помнят. Не надо лезть на пальму, ветер бананы сдует, а если нет ветра, значит не урожай. Ну вот пошел снег, значит солнечная генерация упала, панели чистить надо. Стих ветер, опять не урожай. Ну вот сейчас не урожай. Нужно что-то думать, нужно что-то делать. И если даже странный человек, который работает канцлером Германии, заговорил о том, что отказ от атомной энергетики был огромной ошибкой, ну, наверное, постепенно, поэтапно все-таки кто-нибудь допротрезвеет. Задумается, но, правда, к чему приведут эти мысли, сказать сложно. Напомню, что дело не только в Германии. В прошлом году в Бельгии были окончательно остановлены два атомных энергоблока. А строительство новых мы сейчас наблюдаем в режиме онлайн в Англии, где вовсю трудятся знаменитые французские ядерщики со всем их шармом, со всем удовольствием, которое можно получить от их деятельности. Других строек пока не ведется. Есть множество переговоров. Разумеется, Польша строит атомную электростанцию. Эту фразу безостановочно повторяют уже лет так 50, но они продолжают строить. Ничего страшного, все еще впереди. Если говорить реально о том, у кого есть шансы, это у Чехии, которая сумела добиться контакта с южнокорейской КЕПКО, Korean Energy Power Company. Но здесь сейчас шар на стороне государственного регулятора, должна быть получена лицензия, либо поштучно сначала на технологию, потом на площадку, либо совмещенно, это какое-то время займет. А сейчас у них то, что есть. Надо следить за погодой, как дует ветер, как там с тучами, как там со снегом, с градом и так далее, и так далее. Попытка отказаться от ископаемого топлива привела к тому, что стоимость электроэнергии стала расти. Попытки играть в какие-то совершенно непонятные игры с Россией привели к тому, что выросли цены на природный газ. Заигрывание с зелеными настроениями, с борьбой за декарбонизацию и прочему, во многих странах остановлены угольные электростанции. Достаточно занимательно, кстати, о том, что дала закрытие угольных электростанций Англия. Там закрыты все. Все это было для борьбы за чистый воздух. Разумеется, в домах топят непонятно чем, и благодаря этому резко вырос спрос и тарифы у трубочистов. После непонятно чего надо чистить трубы. Вот они выиграли. Молодцы. Поддержали экономику как могли. Если говорить серьезно, ну, я вообще не считаю необходимым внимательно следить за происходящим в Германии, за происходящим в Европе. Они свои решения приняли самостоятельно. Те объемы поставок, которые сейчас того же газа из России идут, ограничены возможностями турецкого потока, одной ниткой. Разумеется, у нас, как всегда, в запасе было проектная мощность 15,75 миллиарда кубометров газа в год. В прошлом году поставлено около 18 миллиардов кубометров, но это и все. После прекращения работы северных потоков в результате террористических актов, после прекращения работы Ямал Европы, после прекращения работы системы магистральных газопроводов «Сияние Севера», после прекращения украинского транзита остался какой-то минимум. Да, конечно, цены значительно выше, чем при поставках в Китай или в Центральную Азию, но связано это с особенностями ценообразования. Европа – это единственный регион на планете, где стоимость газа определяется исключительно на биржевых торгах. В цивилизованных странах работают по-прежнему с нефтяной привязкой и с долгосрочными контрактами. Но объем поставок невелик, так что проявлять какой-то огромный интерес, кто там мерзнет, кто потеет, каким образом можно использовать солнечную панель для того, чтобы сгрести снег с дороги, ну, достаточно интересно, достаточно занимательно, но, пожалуй, больше для сайта Пикабу. Для серьезной энергетики это становится все менее и менее интересным. У нас куда как важнее поиск других рынков, поиск других возможностей, проблемы, которые возникли у нашей морской торговли, которые усугубляют решение все той же Еврокомиссии
Вот это было бы интереснее. А как там в Соединенных Штатах? Америка выдержит, Европа выдержит. Во что им это обойдется? Ну, они уже вроде посчитали, отказ от российских углеводородов, от самого угля Евросоюза в общей сложности обошелся в 30 миллиардов евро. Ну, такое решение они совершенно суверенно приняли. Могу только поздравить население, электорат Европы за то, что они выбирают достойных лидеров, которые ведут их к процветанию. Что именно будет свести, пока не говорят. Борис Леонидович, а как вы прокомментируете споры внутри Евросоюза относительно запрета с 27 года на любые поставки газа в Европу? Ну, тут Венгрия как отстоит, не отстоит свои права? Введение запрета ожидается в 2027 году. Руководство и Венгрии, и Словакии заявило, что будет подавать в суд, потому что это действительно юридический казус, это продвинуто не как санкция, а как какое-то там решение по торговле, которое требует только квалифицированного большинства. Квалифицированное большинство у них считается не по головам, а учитывается еще и население голосующих государств. Поэтому, разумеется, Венгрия и Словакия не самые большие страны, чтобы их голосование против можно было противопоставить голосам, которые дает Франция, Германия и так далее. Я думаю, что одна из надежд, которая есть у Венгрии, и у Словакии, да, наверное, и у меня, к примеру, грешного, что СВО к осени 27 года наконец завершится так, как она должна завершиться. В этом случае поставки могут быть возобновлены по совершенно очевидным причинам. То, что Венгрия и Словакия подали в суд, но с учетом темпов работы европейских судов, может вообще ни на что не повлиять. Но тогда возникают действительно большие проблемы и у Венгрии, и у Словакии. У них нет выхода к морю, у них нет альтернативных вариантов поставок. Если Словакия еще может попытаться договориться с Чехией, а Чехия, в свою очередь, договориться с Германией, у которой есть регистрационные терминалы, с тем, чтобы вот так вот шли поставки, то есть выглядит все это волшебно. Надо сначала где-то найти поставщика СПГ, потом договориться с Германией о том, чтобы она предоставила регистрационные терминалы возможности прокачки газа по ее территории, потом договориться с Чехией и в результате получить по какой-нибудь развеселой цене все тот же природный газ. Выгодно это Словакии? Ну, мне кажется, что вряд ли. Франция будет еще сложнее. Фу ты, господи, блядь. В Венгрии будет еще сложнее, потому что в этом случае ей придется договариваться еще и о транзитных услугах со Словакией. Понятно, что страны этим недовольны, они считают это покушением на прерогативы, на имеющиеся полномочия национального правительства, на основании этого будут подавать в суд. Ну вот такая у них не самая веселая перспектива, как они будут выкручиваться из этой ситуации. У них, в общем-то, проблемы и с нефтью. Опять же, нет портов, нужно договариваться в случае Чехии с Хорватией. Но мощности нефтеналивного порта не настолько велики, нужно их расширять. Возможности магистрального нефтепровода тоже невелики, их нужно расширять. Это время, деньги. Венгрия очень недовольна происходящим. Что у нее получится из попыток бунта, ну, будем посмотреть. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.